Банк думает, что деньги в надежных руках. Сейф, кодовый замок, охрана – целая система, которая должна работать вечно. Человек в стене прячет золото и думает: вернусь через неделю, заберу. Проходит 100 лет, 200, 1000. Ни банка, ни дома, ни человека, только фундамент под новой стройкой. Приезжает экскаватор, один удар ковшом, и на свет выходит то, что должно было остаться в темноте навсегда. Так было 22 раза, о которых ты сейчас узнаешь. Разные страны, разные века, разная техника. От лопаты ирландского батрака XIX века до немецкого экскаватора 90-х, от голландских водопроводных труб до тверского фундамента. Но каждый раз одно и то же. Рабочие, которым просто нужно было углубить котлован, наткнулись на то, что кто-то прятал от всего мира. Иногда на день, иногда на 2000 лет. Начнем со скромного. Закончим находкой, которую даже профессионалы отказываются оценивать в деньгах, она попросту бесценна. 22. Москва, Россия. Центр города прячет монеты прямо под метро. Когда копали тоннели под Третьяковской и Новокузнецкой, рабочие то и дело натыкались на что-то звенящее в земле. Серебряные монеты, целые горшки с ними, оставшиеся еще со времен стрелецкого бунта конца 17 века. Кубышки прятали в глину, в металл, закапывали неглубоко, на черный день, который иногда так и не наступал для хозяина. Земля под Москвой хранит такие тайники слоями. Копнешь метро в одном месте, наткнешься на стрельцов, копнешь в другом, на что-то еще старше. А чуть позже, при строительстве делового квартала в 500 метрах от Кремля, между Воздвиженкой и Маховой, нашли еще несколько монетных кладов и остатки кирпичных печей. Оказалось, там раньше стоял монетный двор. Стройка наткнулась не просто на клад, на то место, где деньги когда-то делали буквально с нуля из чужого серебра, переплавленного в свежий тираж. Денег тут немного по нынешним меркам. Но задумайся, под ногами москвича, который спешит на работу через Третьяковскую, лежат остатки чужой паники 400-летней давности. И, возможно, лежат до сих пор. Тоннели прокладывали не везде. Город раскопан едва ли на 10-ю часть. 21. Иерусалим, Израиль. Лифт к стене плача выкопал чужое золото. Обследовали площадку перед строительством лифта к западной стене. Обычная процедура перед любой стройкой в старом городе. Тут земля состоит из истории слой на слое, тысячелетие на тысячелетие. Инспектор экспедиции наткнулась на маленький глиняный кувшинчик размером не больше кофейной чашки. Легко могла бы пройти мимо, не заметив. Через несколько недель руководитель раскопок перевернул его над ладонью, и оттуда вместе с землей посыпались золотые монеты. Это первый раз за всю мою карьеру археолога, когда я нашел золото, и это невероятно волнующе. Признался он потом журналистам, даже не скрывая эмоций, хотя обычно археологи держат лицо, будто находки рутина. Клад скромный по объему, но символичный до предела. Золото пролежало в земле, по которой сегодня ходят миллионы паломников. Его нашли не грабители с лопатой в темноте, а обычная строительная экспертиза, обязанная по закону сначала проверить грунт, прежде чем ставить хоть один лифт. 20. Хукен-Хак, Нидерланды. Рабочие прокладывали трубы и наткнулись на глиняный горшок с золотом. Март 2018 года, провинция Утрехт, новый поселок в чистом поле. Сотрудники местной водопроводной компании укладывают трубы. Обычная коммунальная работа, ничего необычного не предвещала. Лопата задевает что-то твердое, керамический горшок, покрытый глазурью. Внутри 500 монет, 12 золотых, остальные серебряные, 15 век, вперемешку разных чеканок. Рабочие сразу же звонят на археологическую горячую линию Утрехта, в Нидерландах такая работает специально для подобных случаев, и вызов по ней не редкость. Страна сплошь утыкана средневековыми тайниками. Слишком много воды, слишком много войн и слишком мало банков в прошлом. Клад передали на экспертизу, находчикам по нидерландскому закону полагается вознаграждение. Оценочно, вместе с золотом и историческим значением, несколько десятков тысяч долларов. Немного по меркам этого списка, но повод задуматься, сколько еще таких горшков лежит вдоль голландских дорог, просто ожидая своей трубы. 19. Тамилнад, Индия. Ремонт святилища вскрыл горшок с золотом чолов. 2025 год, деревня недалеко от холмов Джават. Идет реставрация святилища древнего храма.
по легенде, построенного еще при царе Раджарадже Чола III, у которого счет правления шел на столетия назад. Рабочие вскрывают грунт под алтарем и натыкаются на глиняный горшок. Внутри 103 золотые монеты, тускло блестящие сквозь многовековую пыль. Полиция и представители индуистского религиозного ведомства оцепили место в течение часа. Никакого уголовного дела не завели. По местным законам находка сразу перешла под опеку государства для экспертизы, а не в карман тому, кто ее выкопал. Возраст монет еще уточняют, но уже ясно одно – храму несли подарки веками, и иногда эти подарки оказываются буквально под ногами у следующего поколения рабочих, которые чинят то же самое здание спустя 800 лет. 18. Шри-Сайлам, Индия. Храм, который прячет клады сам от себя. Тут вообще странная история. Храм Шри-Сайлам ремонтируют, и раз за разом находят клады прямо в его собственных стенах, будто здание коллекционирует секреты поколениями и не спешит с ними расставаться. В 2017-м 700 граммов золотых украшений и 150 серебряных монет. В 2020-м рабочие вскрыли углубление у древнего здания Гханта-Матхам и нашли латунную шкатулку, 15 золотых монет колониальной эпохи, 18 серебряных, золотое кольцо. Чуть позже 21 медный лист с надписями на санскрите и телугу, датированные XIV-XVI веком. Часть из них до сих пор не расшифрована никем. Есть версия, священники прошлых столетий прятали храмовые ценности от каждого нашествия – персидского, могольского, любого, что накатывало на эти земли волнами. Прятали и не всегда успевали забрать. Сколько еще лежит в этих стенах, никто не знает. Храм как будто хранит секреты сам от себя, а реставраторы каждый раз работают со скрещенными пальцами, ожидая очередной сюрприз из-под штукатурки. 17. Экономи, Пенсильвания, США. Клад секты, которая вымерла сама. 1878 год. Рабочие роют подвал в старом здании. Когда-то тут жила религиозная община гармонисты, они же рапиты. Секта жила коммунной. Все имущество общее, безбрачие, как правило, веры, ожидание скорого второго пришествия, которое так и не наступило при их жизни. К 1836 году они спрятали в замурованном подвале серебряных монет на $75 тысяч по номиналу. Сумма по тем временам огромная, целое состояние на всю общину разом. Почему не забрали? Секта попросту вымирала. Безбрачие свое дело сделало, младшее поколение попросту не родилось, старики умирали один за другим. Через 42 года рабочие вскрыли кладку и нашли потемневшее от сырости серебро. Старинные доллары 1794 года, редчайшие $0,5, тысячи монет разом, будто вся жизнь общины была сложена в этом подвале и забыта. Секта исчезла из-за собственной веры. Деньги остались нетронутыми. Стройка их нашла случайно, спустя почти полвека немого молчания под землей. 16. Йорк, Англия. Школьный двор хранил чужую зарплату за 7 веков. 1953 год. Рабочие копают во дворе школы бутам и на глубине больше 2 метров находят завернутый в истлевшую ткань сверток. Внутри 908 монет. Английские пенни 13-14 века, ирландские, шотландские, континентальные вперемешку, будто хозяин собирал деньги отовсюду, куда добирался. Клад признали кладом Трови по английскому закону. Казна забрала его, местный музей выкупил обратно для показа публике. По оценке нумизматов сегодня, это порядка $100 тысяч, не миллионы. Но вдумайся, почти 700 лет монеты пролежали под тем самым местом, где потом столетиями бегали дети на переменах, играли в мяч над чужим состоянием, даже не подозревая об этом. 15. Глоттерталь, Германия. Стоимостью в 150 овец, свежая находка 2024. Май 2024. Шварцвальд. Тихая деревушка возле Фрайбурга. Прокладывают водопровод рядом с местным бассейном, и местный житель, помогавший на стройке, замечает в вывернутой земле странные металлические пластинки. На следующее утро возвращается проверить еще раз, и уже его жена находит целую груду таких же.
Через несколько часов на месте археолог с командой выкапывает голыми руками около 1000 монет. Потом еще 500-600 уже под дождем, по колено в грязи с металлоискателями. Итог – больше 1500 серебряных монет, чеканенных в 1320-х годах в мастерских нынешних Германии, Швейцарии и Франции. По словам археолога, на такую сумму в XIV веке можно было купить около 150 овец, целое стадо. Это крупнейшая находка в регионе Фрайбурга с 1949 года. Совпадение, что нашли ровно там, где веками добывали серебро в местных шахтах, или нет, есть версия, что клад принадлежал одному из тамошних рудокопов. 14. Слагельсе, Дания. Крупнейшее средневековое золото страны под кафельным полом. 1883 год. Рабочий меняет пол в подвале, под плиткой обнаруживается тайник. 186 европейских золотых монет общим весом под 700 граммов. 269 серебряных, 4 серебряных слитка, украшения, в основном перстни. Самые поздние монеты датированы 1372 годом. Двое строителей, которые это нашли, получили вознаграждение, равное их годовой зарплате. В один день, без предупреждения, без подготовки. По приблизительной оценке, сегодня это сокровище потянуло бы на пару сотен тысяч долларов, если бы вообще могло уйти с молотка. Но оно признано крупнейшим средневековым золотым кладом Дании и с музейной полки не сходит уже 1,5 века. 13. Бале, Дания. Бульдозер строил парковку и наткнулся на чужую войну. 1968 год. Стройка автостоянки у почтового отделения. Бульдозер выворачивает землю, и оттуда высыпается больше 12 000 монет, серебряный кубок, еще один сосуд поменьше, украшение. Самые поздние монеты – 1658 года. Это значит, клад закопали, когда по датской земле шли шведские войска Карла X. Вторая Северная война, разорение Ютландии, паника от Балтики до самой Ютландии. Люди прятали все, что могли, лишь бы не досталось врагу. Золото, серебро, даже мелочь. Оценочно, учитывая редкость и объем находки, речь о паре сотен тысяч долларов. Но настоящая цена этого клада в том, что он единственный уцелевший свидетель паники целой эпохи, зарытый в торопях чьей-то дрожащей рукой, которая, возможно, так и не вернулась за своим. 12. Явне, Израиль. Подростки нашли золото за пару шагов от будущей стройки жилого квартала. Обычный летний волонтерский лагерь для школьников при раскопках участок готовили под жилую застройку, и по закону сначала обязаны проверить землю на артефакты, прежде чем строить хоть один дом. Один из подростков копает, зачерпывает лопатой землю и видит тонкие золотистые листики. Присматривается, а это золотые монеты, слипшиеся друг с другом от времени. В итоге 425 монет 24-й пробы, спрятанные в глиняном сосуде, аббасидская эпоха, больше 1000 лет истории. Специалисты управления древности Израиля прямо сказали, на эти деньги в свое время можно было купить роскошный дом в Фустате, столице тогдашнего Египта. Считается, клад принадлежал успешному ремесленнику или торговцу из мастерских, которые когда-то стояли на этом месте, человеку, который, судя по всему, разбогател и либо погиб, либо бежал, так и не вернувшись за своим золотом. По весу металла оценочно порядка 230 тысяч долларов. Но истории про подростков, случайно нашедших состояние тысячелетней давности прямо на месте будущей стройки, цены вообще не имеют. 11. Плозиве, Британь, Франция. Золото в стене спустя 300 лет ремонта. 2019 год. Хозяева особняка решили соединить сарай и теплицу. Обычный ремонт, ничего особенного. Каменщики разбирают внутреннюю стену и в металлической коробке находят золотые монеты. Через 3 дня тот же дом, другая стена, еще один тайник в истлевшем тканевом мешке спрятан на балке. Всего 239 монет, чеканенных при Людовике XIII и Людовике XIV между 1638 и 1692 годом. Одна монета особенно ценная – луидор с тамплиерским крестом, отчеканенный в Дижоне, по приблизительной оценке 3-4 сотни тысяч долларов за весь клад. Кто-то прятал деньги в 2 разных стенах одного дома и, судя по всему, так и не вернулся ни за одной из них.
Может, не успел. Может, попросту забыл, где именно спрятал. А вторую заначку сделал уже впрок, на всякий случай. И тоже потерял след. 10. Эксетер, Нью-Гэмпшир, С.Ш.А. Монеты которых официально не должно было существовать. 1876 год. Хозяин лавки расширяет подвал под пристройку. Рабочий вывозит землю, замечает 2 серебряные монеты, продолжает копать и находит остатки истлевшего деревянного ящика. Внутри от 30 до 40 шиллингов массачусетской колонии, все с датой 1652 год. Сосновые, дубовые, ивовые шиллинги – редчайшая американская чеканка, сделанная тайно, без разрешения английской короны, местным серебряных дел мастером Джоном Халлом. Одна такая монета редкой разновидности ушла на аукционе за $55 тысяч. Это уже в 2022. Целый клад из 30-40 штук, по приблизительной оценке, может стоить несколько сотен тысяч долларов. Колонисты чеканили деньги без спроса у короля и потом закапывали их, потому что банков в тогдашней Новой Англии просто не существовало, а доверять соседям с таким богатством не рисковали. 9. Тамарес, Испания. Ковш экскаватора разбил римские амфоры и просыпал бронзу веками. 2016 год. Обычные коммунальные работы в парке под Севильей. Ковш экскаватора вскрывает 19 древних амфор, 10 разбивает сразу, прямо на месте, не оставляя шансов на аккуратные раскопки. Из оставшихся высыпаются бронзовые монеты. Их пересчитали, оказалось 53 208 штук, 4 век нашей эры. Испанское государство сразу же забрало клад себе. Официальная экспертная оценка от 500 до 593 тысяч долларов. Строителям, которые нашли клад по испанскому закону о культурном наследии, положена четверть от стоимости. Солидная компенсация за то, что ковш экскаватора случайно разбил артефакты, которым 1500 лет, за секунду до того, как их могли бы достать целыми. 8. Торжок, Россия. Клад, который прятали от революции и больше века ждали хозяина. 2025 год. Тверская область. Раскопки перед новой стройкой на Садовой улице. Археологи вскрывают фундамент старого дома и находят яму, а в ней разбитый глиняный кувшин, кондюшку. Из осколков высыпаются золотые монеты. 387 10-рублевых, еще 20 помельче номиналом, 2 монеты по 7,5 рублей. Всего 409 монет, чеканенных с 1848 по 1911 год, по большей части при последнем императоре Николае II. Есть версия, клад спрятали в разгар или сразу после революции 17 года, и хозяин просто не успел за ним вернуться. Слишком много причин могло этому помешать в те годы. По оценке экспертов, только по стоимости золота клад сегодня тянет больше, чем на $500 000. И это не просто монеты, это чья-то оборванная жизнь, застывшая в глиняном кувшине больше, чем на 100 лет. 7. Фулян, провинция Цзянси, Китай. 5,6 тонны монет и соседи, побросавшие свои дела копать вместе. Обычный сельский житель начал закладывать фундамент собственного дома. Лопата за лопатой, ничего необычного, пока не наткнулся на что-то твердое под слоем земли. Оказалось, море медных монет. Буквально целое подземное озеро металла. Соседи, увидев происходящее, побросали свои дела и присоединились к раскопкам прямо во дворе. Стихийная толпа с лопатами вместо одного строителя. Когда подключились археологи и все пересчитали, вышла ошеломляющая цифра. Около 300 тысяч монет общим весом 5,6 тонны. Эпоха династии Сун, 800 лет истории. По местной легенде, деньги принадлежали помещику, жившему здесь 1000 лет назад. То ли прятал состояние от смуты, то ли просто не успел им воспользоваться. Отдельная монета той эпохи стоит немного, но 5 с лишним тонн монет – это уже не находка. Это маленькая закопанная сокровищница целого поколения, которую один сельский дом откопал случайно, роя себе фундамент. 6. Кошице, Словакия. Золото в подвале финансового управления. 1935 год. 34-летний строитель работает в подвале здания на главной улице Кошице и находит 2920 золотых монет, золотую цепь эпохи Возрождения, 3 медали, гравированную медную шкатулку.
Это крупнейший золотой клад, когда-либо найденный в Словакии, и рекорд держится до сих пор, спустя почти 100 лет. По весу металла оценочно больше $1 миллиона. И это только цена золота, без учета того, что каждая монета – отдельный исторический документ. Чеканка разных королевств, разных эпох, собранная кем-то одним в одном месте, будто личная коллекция, а не просто накопление. 5. Панагюриште, Болгария. 3 брата копали глину для кирпичей и нашли фракийского царя. 8 декабря 1949 года. Братья Павел Петка и Михаил Дейковы копают глину на территории черепичного завода. Обычная работа для кирпичей, рутина без всякого намека на чудо. Лопата натыкается на что-то твердое. 9 золотых сосудов, чаша, амфора, 7 ритонов в форме голов животных, общим весом 6 килограммов, 164 грамма. Золото 23-24 карата. 4-3 век до нашей эры есть версия. Церемониальный набор фракийского царя Сефта III, спрятанный от очередного вторжения и так и не выкопанный хозяином. Только по весу золота это $800 тысяч по приблизительной оценке. Но эксперты в один голос говорят: вещь бесценна. Аналогов такого мастерства для той эпохи попросту не существует нигде в мире. Сегодня сокровища хранят в подземном хранилище, построенном специально под него. Почти 1500 кубометров бетона ради 9 золотых предметов размером с обеденный сервиз. 4. Эллерби, Йоркшир, Англия. Электрический провод оказался золотом. 2019 год. Английская пара делает ремонт кухни в доме XVIII века. Под старым полом что-то блестит. Сначала думают, это обрывок кабеля, не стоящий внимания. Трогают и понимают, что это золотой диск. Под ним еще сотни таких же, слой за слоем. Всего больше 260 монет, чеканенных с 1610 по 1727 год, времена от Якова I до Георгия I. Больше века правлений одна над другой. Клад связали с семьей Джозефа и Сары Фернли Мейстерс, торговцев железом, лесом и углем. Супруги жили в этом доме, умерли в 1725 и 1745. Почему не забрали клад, осталось загадкой. Род попросту пресекся вскоре после смерти Сары, наследников не осталось, а тайна ушла вместе с последним из семьи. Аукционный дом ждал $250 тысяч. В итоге клад ушел с молотка за $852 380. Покупатели съезжались из Японии, Австралии, со всей Европы, набивая цену втрое выше стартовой. Это не оценка. Это реальная цена, которую заплатили живые люди за живое золото из-под чужой кухни. 3. Новый Орлеан, США. Толпа хватала деньги прямо из грязи. 29 октября 1982 года, полдень. Строят гостиницу к Всемирной выставке. Бульдозер вскрывает забытое хранилище старого банка. 3 деревянных ящика с монетами, спрятанными еще в начале 1840-х. Испано-американское серебро, редчайшие американские четвертаки, и все это высыпается прямо на стройплощадку у всех на виду. Дальше хаос. Люди с улицы, из соседних зданий, сами строители, все бросаются собирать монеты руками прямо из грязи. Мужчины в костюмах и галстуках, женщины в платьях ползают по земле рядом с рабочими, никому не стыдно. Историю разнесли по всем крупным газетам, включая «Нью-Йорк Таймс». Сколько монет пропало в тот день в чужих карманах, уже никогда не узнать. По приблизительной оценке, только уцелевшая, официально задокументированная часть клада стоит больше $1 миллиона. 2. Трир, Германия. Крупнейший римский золотой клад в мире под подземной парковкой. 9 сентября 1993 года. Экскаватор роет котлован под подземный паркинг и буквально разрывает бронзовый котел. Часть монет улетает на свалку незамеченной вместе с землей, никто даже не понимает, что произошло. Позже туда же ночью тайно возвращается любитель-археолог с металлоискателем и находит основную массу. 560 монет, плюс еще 1500 отдельно в куске слипшегося металла. Итог – 2516 золотых монет, 18,5 килограммов чистого золота. Это крупнейший сохранившийся римский золотой клад в мире. По текущей цене металла, только в золоте это больше $2 миллионов по приблизительной оценке. Коллекционная и историческая цена в разы выше. Клад спрятали еще в 167 году нашей эры во время эпидемии и войны на границах империи.
и он ждал своего часа больше 1800 лет, пока не подвернулся подземный паркинг 20 века. 1. Чипсайд, Лондон. Клад, который сравнивают с королевской казной. 1912 год. Рабочие сносят обветшалый дом 17 века на углу Чипсайд и Фрайдей-стрит. И кто-то из них киркой вскрывает подвальный тайник. Деревянный сундук, а в нем больше 500 предметов ювелирного искусства елизаветинской и якобитской эпохи. Кольца, броши, цепи, флаконы для духов, часы в оправе из цельного колумбийского изумруда размером с крупный грецкий орех. По документам того времени, коллекция, собранная в начале 17 века, оценивалась в десятки миллионов фунтов уже на момент сборки, задолго до того, как ее вообще закопали. Сегодня клад официально считают бесценным. Слишком уникальна коллекция, слишком много редчайших камней со всего света, из Южной Америки, Азии, Европы, разом в одном сундуке. Само сокровище – крупнейшее в мире собрание ювелирных изделий той эпохи, и оно все еще хранит одну загадку. Кому оно принадлежало, так и не выяснили за 100 с лишним лет исследований, экспертиз и догадок. 22 истории. От скромных монет под московским метро до состояния, которое не могут оценить даже профессионалы. Разница в одном. В каждой истории обычные рабочие с лопатой, бульдозером или экскаватором наткнулись на то, что кто-то прятал от всего мира. Стройка не выбирает, что найти, она просто копает. А дальше уже решает случай, кому повезет стоять рядом именно в этот момент. Все находки, о которых сегодня шла речь, можно увидеть по ссылкам в описании к этому видео. Там официальные источники и фотографии из музеев, которые их хранят.